Всем привет! Сегодня поговорим о том, как смотреть назад, чтобы ехать вперед. С момента выхода видео на моем канале о том, как же выбрать зеркало для моноколеса, прошло больше года. Тогда я всерьез озадачился проблемой выбора и купил все, что можно было найти на рынке. Протестировал это и рассказал об этом в своем выпуске. Ссылочка где-то там или там. Если интересно, обязательно загляните, посмотрите. Да и после этого я продолжал экспериментировать с зеркалами, брал у знакомых, изучал чужой опыт, да и сам непрестанно тестировал. С тех пор я проехал с разными зеркалами не 1,1 тысячи километров, путешествовал по разным странам и в какие переплеты только не попадал. В итоге я приобрел бесценный опыт, сделал для себя выводы и окончательно сформировал мнение в этом вопросе. И сейчас я им поделюсь. И давайте сразу два ключевых факта. Первое. Зеркало для моноколеса обязательно должно быть сферическим. Несомненно, круто, когда зеркало имеет огромную форму и расположено где-то на расстоянии метра или больше. Но, к сожалению, в нашем случае для моноколеса это невозможно. Поэтому только сферическое. Второе. Если речь идет о безопасности, то обзор должен быть только постоянным. Тут ситуация посложнее. Я, как и многие другие, думал раньше, что зеркало нужно для того, чтобы посмотреть в него, оценить обстановку и ехать дальше. Но под моим видео про зеркала, когда опыта у меня еще не было, мне снизу написали, что не надо в него смотреть, что зеркало должно находиться в поле периферического зрения и обзор в него должен быть постоянным. Со временем я это понял, и словосочетание «жопой чую» приобрело новый смысл. Ты просто едешь и даже не смотря в зеркало уже четко знаешь, на каком расстоянии за тобой едет автомобиль. И бросаешь в зеркало взгляд чисто эпизодически для доп. Контроля перед маневром. И в целом все так же, как происходит на мотоцикле или автомобиле. И выводы тут очень простые. Если мы говорим про безопасность, то зеркало для моноколеса должно быть исключительно на шлеме. И в этом всем я для себя поставил точку. Зеркало же на запястье может быть стильным атрибутом, пригодится для покатушек в компании, по тротуарам и даже за городом, для того, чтобы посмотреть, насколько отстают от тебя твои товарищи. В принципе, оно может подойти и до проезжей части, но там оно уже полностью своих функций не выполняет. Более того, несет дополнительные риски. И тут даже дело не только в том, что элементарным поднятием руки вы отвлекаете и даже раздражаете встречных. И даже не только в том, что от момента принятия решения посмотреть назад до его реализации проходит от 1 до 3 секунд, что на скорости вообще говорят дофига, а в том, что в те моменты, когда оно действительно жизненно важно, воспользоваться вы им просто можете не успеть. И примеров таких бесконечное множество. Я лишь приведу пару тех, которые могут случиться с любым человеком в любой момент. Ну вот представьте, едете вы по проезжей части и ничего не предвещает беды. И тут припаркованный автомобиль, не включая поворотник, резко начинает движение. Или едете вы на небольшой дистанции за впереди идущим автомобилем, и тут из-под него вылетает яма. А почему, собственно, небольшой? Да все очень просто. Опытные знают, что ехать на большой дистанции за автомобилем в плотном потоке, скорее всего, не получится, потому что вас тут же обгонят и встанут между вами, так сократив дистанцию. Потому что ехать за моноколесником никто, собственно, не любит, включая меня. Времени на поднятие руки и на то, чтобы смотреть в зеркало, у вас в этих случаях просто не будет. Таких ситуаций бесконечное множество, лишь вопрос времени, когда они случатся. И именно поэтому, если вопрос стоит в безопасности, то обзор в зеркало должен быть постоянным. И теперь буквально пару слов о зеркале, которым до этого момента больше всего пользовался я. Это вот такое простейшее зеркало с AliExpress. И несмотря на копеечную стоимость, его форма, угол обзора и размеры мне подошли просто идеально. Оно словно делалось под моноколесо, вопрос только в том, чтобы сделать хорошее крепление. И если шлем с козырьком, то это, собственно, не проблема. Но как крепить его? Например, вот на такой вот модуляр, я, честно говоря, не придумал. И тут мне Дмитрий из Санкт-Петербурга подогнал вот такой вот офигенный подарок. И это, как вы догадываетесь, зеркало «Третий глаз», которое не только отображает то, что происходит сзади, но и также отображает выбранный параметр, например, скорость или шим. Что, честно говоря, прямо очень и очень классная идея. В общем, подарок я получил, так что айда крепить и тестировать. В коробке неожиданно нахожу набор наклеек и, собственно, само зеркало.
Внешне эта ревизия стала немного массивнее предыдущей, площадка изогнутая, площадь поклейки приличная. Двусторонний скотч уже сразу на месте. По весу, по сравнению с предыдущей моделью, несмотря на толщину прутка и электронику, добавила всего лишь 20 грамм. Признаться, неожиданно. Сама установка простейшая, необходимо только выбрать место, обезжирить и приклеить. Вариантов крепления на модуляр в силу особенностей его конструкции не так уж и много. Остается только набросить черный кембрик на пруток и выставить нужный угол обзора за счет изгиба. И вуаля, все готово. Но насколько долго продержится двусторонний скотч конкретно у меня, сказать трудно. И вот не могу сказать, что то, как все это выглядит, мне особо нравится, но ничего лучше предложить и придумать я не могу, а значит, придираться, собственно, не буду. Остается лишь подключить все это дело к приложению, чем я, собственно, сейчас и займусь. И тут тоже все просто. Цепляешь по Bluetooth к нативному приложению при запущенном вилоге, и неожиданно все работает. Конечно, вот если бы сразу вилок эту штуковину устроить, было бы еще круче. Само приложение простое и понятное. Можно ввести, какие параметры отображать, и, что мне понравилось, регулировать яркость. Заряжается от USB Type-C. Я тут как-то у себя в блоге составлял список того, что необходимо заряжать во время путешествия. И если не заглядывали, заходите в гости в мой блог, там делюсь тем, что со мной происходит. Так вот, забавно, но теперь туда еще и зеркало шлема добавится. Ладно, что-то я заболтался, поехали тестировать. И к чему тут можно придраться? Ну, наверное, можно было бы еще раз поработать над дизайном. И на этом, пожалуй, все. В целом офигенный баланс между размером и обзором. Но мне к такой форме, после зеркала, к которому я привык, предстоит еще немного привыкать. Хотя видно в это зеркало все и видно очень хорошо. Как сама идея, так и реализация, визуализация параметров в этом зеркале, ну просто супер. Теперь, наверное, самое главное — приучить себя не любоваться этими циферками, а смотреть на дорогу. Короче, я доволен. И вот это зеркало, похоже, поселится на этом шлеме навсегда. Дмитрию огромный респект за вот эту идею и за ее реализацию в жизнь. Ну и, конечно же, от меня за такой классный подарок. Кстати, на этом подарки не закончились. Илья Чичулин прислал мне вот такие вот перчатки с зеркалом. Спойлер, перчатки настолько крутые, что я им уделю отдельный блок в выпуске про защиту. И, кстати, на этих перчатках, помимо зеркала, на другой руке есть вот такая вот кнопочка, а с другой стороны светозвуковой сигнал. Сейчас берегите ушки. Ах! Прикольная штучка, очень удобная. Ну а главный вопрос, который стоит задать в этом выпуске: буду ли я пользоваться вот этим наручным зеркалом? Да, конечно же, буду. И, возможно, кому-то показалось, что я топлю лишь за зеркало на шлеме. Это не совсем так. Я лишь призываю к пониманию целей и задач использования. И я отлично понимаю, что кто-то иногда катается вообще без шлема. Ну, например, до магазина. Кто-то катается по тротуарам, паркам и велодорожкам с друзьями, где зеркало не особо надо. У кого-то один шлем и для моноколеса, и для мотоцикла. И иметь такое вот зеркало может быть не всегда удобно. А у кого-то, привет, Илья, внутренний эстет не позволяет крепить зеркало на шлем. Короче, ситуаций много. И важно понимать, для каких целей и почему вы хотите использовать зеркало. Ну а мне лишь остается пожелать вам безопасной езды, не ленитесь надевать защиту и, конечно же, делитесь своим опытом использования зеркал. Я всегда рад подискутировать с вами в комментариях. А с вами, как всегда, был Анатолич, канал Чертово Колесо. Всем удачи, а я поехал добывать Паттон-С, Рокет, Аэро, еще фиг пойми чего для следующих выпусков. Всем удачи! И к чему тут можно придраться? Ну, наверное, можно подработать